Уважаемые коллеги, главы государств, дамы и господа, дорогие друзья, мы продолжаем работу в расширенном составе. И прежде чем мы это сделаем, нам нужно утвердить повестку дня. Она всем известна. Вопрос, есть ли какие-то в этой связи замечания, предложения, поправки? Нет? Тогда исходим из того, что повестка дня согласована. Благодарю вас. Если позволите, то я открою нашу работу, продолжу, вернее, нашу работу. Мы рассмотрим актуальные вопросы деятельности БРИКС, прежде всего в экономической и гуманитарной сферах, а также заслушаем доклады глав профильных структур нашего объединения. Это президента Нового банка развития госпожи Дилмы Роусов, председателя делового совета господина Катырина, председателя механизма межбанковского сотрудничества господина Шувалова и председателя женского делового альянса госпожу Нестерову. Мировая торговля и в целом глобальная экономика, мы вот сейчас только что констатировали это в узком составе, претерпевают существенные изменения. В позитиве то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков. Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь, за счет стран глобального юга и востока и, естественно, государств БРИКС. Однако сохраняется и значительный кризисный потенциал. И дело не только во все возрастающей геополитической напряженности, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции. И как прямой результат идет фрагментация международной торговли, рынка прямых инвестиционных инвестиций иностранных, особенно в развивающихся государствах. На высоком уровне находится волатильность цен на сырьевые товары. Из-за увеличения инфляции падают доходы граждан и корпоративная прибыль во многих странах. Буксует и реализация задач повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Причем сильнее всех от нестабильной конъюнктуры мировой экономики страдают наименее развитые страны. И прежде всего от продовольственной и энергетической инфляции. Что касается экономик стран БРИКС в целом, они демонстрируют достаточную устойчивость благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике наших правительств. И в большинстве государств объединения в среднесрочной перспективе ожидаются опережающие темпы развития. Так, средний рост экономик БРИКС в 2024-2025 годах составит, по предварительным оценкам, 3,8% при увеличении мирового ВВП, тоже по предварительным оценкам, в 3,2-3,3%. Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года и вовсе составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран группы 7, эта доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024 будет чуть повыше. Тенденция к сохранению лидирующих позиций БРИКС в мировой экономике, как представляется, будет укрепляться. Прежде всего, в силу таких объективных факторов, как рост населения, накопление капитала, урбанизация и увеличение производительности труда, сопровождаемое технологическими инновациями. И чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технологии, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложений.
В этой связи предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами стран глобального Юга и Востока. Отмечу, что в текущем году нашему объединению удалось согласовать целый ряд инициатив, нацеленных на решение критически важных общих задач. Речь, в частности, о повышении устойчивости цепочек поставок и добавленной стоимости, противодействии протекционизму, развитии электронной торговли, налаживанию контактов по линии особых экономических зон. Полагаем, что выработке общей позиции по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы будет способствовать запуск специального механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации. Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы к вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкоэмиссионные модели развития. И всячески противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка. Особенно это касается развивающихся рынков. Всем этим вплотную занимается контактная группа БРИКС по климату и устойчивому развитию. Перспективными считаем инициативы о партнерстве БРИКС по углеродным рынкам и платформе климатических исследований. Государства объединения наращивают взаимодействие по тематике расширения безбарьерной электронной торговли. Динамичный рост объема продаж в интернете ведет и к увеличению коммерческих споров, требующих оперативного и справедливого рассмотрения. Российское председательство предложило наладить взаимное информирование о практиках запуска онлайн-сервисов по урегулированию споров в электронной коммерции, чтобы в будущем создать совместные рамочные процедуры досудебного разрешения споров. Напомню и о наших инициативах учреждения арбитражного инвестиционного центра БРИКС и разработки конвенции об урегулировании инвестиционных споров, которые повысят защищенность взаимных капиталовложений. На всем пространстве БРИКС в настоящее время действует более 2500 особых экономических зон. Считаем, что важно устанавливать прямые связи между управленческими командами таких территорий с преференциальными и льготными режимами, чтобы они могли обмениваться наработками по вопросам выстраивания логистических хабов, локализации промышленного производства, обеспечения благоприятных глобальных конкурентных условий для инвесторов. Ряд государств БРИКС входят в число крупнейших мировых производителей зерновых, зернобобовых и масличных культур. В этой связи предложили открыть зерновую биржу БРИКС, которая будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье, с учетом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности. Реализация этого начинания поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания. Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу. Неоспорим вклад стран БРИКС в обеспечение глобальной энергетической безопасности. В объединение входят как ключевые производители, так и потребители энергоресурсов. Хорошую отдачу приносит совместная платформа энергетических исследований. Россия также выступает за расширение сотрудничества в сфере недропользования. В июле в Москве прошло первое заседание геологической платформы БРИКС, что позволило активизировать обмен опытом в области разведки и добычи полезных ископаемых. Видим целесообразность в создании отдельной платформы БРИКС по драгоценным металлам, а также по алмазам. Ведь этот рынок сильно зарегулирован различными торговыми барьерами в обход универсальной схемы сертификации Кимберлийского процесса. Хорошо зарекомендовал себя Международный центр антимонопольного права и политики БРИКС. Считаем нужным и далее развивать это направление, в том числе запустить межгосударственную платформу по справедливой конкуренции. Отмечу успешное проведение в сентябре в Москве заседания руководителей и экспертов налоговых служб стран БРИКС.
Коллеги выдвинули полезные идеи по разработке веб-сайта налогового сотрудничества БРИКС и онлайн-платформы цифровых решений налоговых служб. Со своей стороны Россия предложила учредить постоянный ротационный налоговый секретариат БРИКС. Особого внимания заслуживают вопросы повышения транспортной взаимосвязанности между нашими странами, поскольку это дает дополнительные возможности для роста и диверсификации взаимной торговли. В текущем году запущен регулярный диалог в рамках БРИКС по этой тематике. Образованы подгруппы по транспорту и логистике в рамках делового совета. Обсуждаются такие перспективные проекты, как формирование постоянной логистической платформы БРИКС, составление обзора транспортных маршрутов, открытие электронной коммуникационной площадки по транспорту, учреждение перестраховочного пула. Заметный прогресс достигнут в сотрудничестве БРИКС по линии здравоохранения, чему способствовала октябрьская встреча профильных министров. Она задала долгосрочный вектор работы в сфере здравоохранения. Сформирована группа по ядерной медицине, которая займется развитием сотрудничества в области производства инновационных радиологических препаратов и диагностики. Полезным оказался и проведенный в Санкт-Петербурге первый форум БРИКС по ядерной медицине. Запущена комплексная система раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний. Россия также выдвинула инициативу налаживания исследовательской сети БРИКС по общественному здоровью, которая призвана способствовать укреплению национальных систем здравоохранения за счет обмена передовым опытом. Важно и далее укреплять потенциал действующих по линии БРИКС Центра вакцин и сети по исследованию туберкулеза. Отдельно хотел бы отметить выход первого номера медицинского журнала БРИКС. Отныне врачи, ученые и студенты-медики имеют возможность публиковать свои инновационные идеи. Взаимодействие БРИКС в научно-технической области вносит весомый вклад в усилия по преодолению глобального цифрового разрыва, в развитие искусственного интеллекта и других новых технологий. Привлеку внимание к российскому предложению о создании альянса БРИКС в области искусственного интеллекта. Его цель – регламентировать технологии искусственного интеллекта, в том числе для недопущения их противоправного использования. В России деловым сообществом принят кодекс этики в этой сфере, к которому могут подключиться и наши партнеры по БРИКС, и другие страны. Приветствуем договоренности о единых подходах к формированию системы наукометрических баз данных, о расширении сфер взаимодействия и числа участников сетевого университета. Упомяну о решении учредить День географа БРИКС, который теперь будет ежегодно отмечаться 18 августа. К этой дате была уже приурочена научная экспедиция в заповеднике Красноярского края и Хакасии в России. В год российского председательства мы особый акцент делали на развитие контактов в культурно-гуманитарной сфере. Успешно проведены международный кинофестиваль и фестиваль культуры стран БРИКС, созданы Альянс народной танцевальной культуры и Ассоциация киношкол. Хорошо зарекомендовала себя практика проведения масштабных спортивных игр БРИКС. В нынешнем году в Казани состоялись 5-е такие игры по 27 видам спорта. Они впервые были организованы в открытом формате. Участие в соревнованиях приняли атлеты не только из государств объединения, но и из других более 80 стран мира. Эти игры наглядно показали, что в России имеется современная инфраструктурная база, кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий мирового уровня. В целях дальнейшего развития игр БРИКС предлагаем разработать специальную межгосударственную программу и учредить координационный орган, который занимался бы реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта. В текущем году в рамках объединения заметно активизировался межпарламентский диалог. Создан новый формат встреч председателей комитетов по международным делам законодательных органов. Широкие перспективы открываются в сотрудничестве по линии регионов, городов и муниципальных образований. В ходе тематических форумов
состоявшихся в Москве, в Нижнем Новгороде, в Казани, удалось обсудить перспективы взаимодействия в сфере устойчивого развития муниципалитетов, эффективного управления городским хозяйством и инфраструктурой, повышения доступности городских сервисов. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание и предлагаю коллегам высказаться по обозначенным результатам работы на экономическом и гуманитарном треках. И первым предоставляю слово председателю Китайской Народной Республики. Пожалуйста. Уважаемый господин президент Путин, дорогие коллеги, поздравляю всех с открытием саммита. Признателен президенту Путину и председательствующей российской стране за прекрасную организацию нашей работы и оказанное гостеприимство. Убежден, что благодаря совместным усилиям наш саммит позволит наметить четкие ориентиры для сотрудничества Большого БРИКСа, открывать новую главу для единства и взаимодействия глобального Юга. Сегодня, когда мир вступает в новый период турбулентности и трансформации, мы стоим перед судьбоносным выбором. Пусть наш мир будет таким турбулентным, или вернуться его в русло мирного развития. Это напомнит мне книгу русского писателя Чернышевского «Что делать?», в которой главный герой проявил исключительно твердую волю и решительность в достижении своих целей. Вот такая сила духа сегодня нам очень нужна. Чем сложнее наша эпоха, тем важнее вести упорную борьбу, проявляя непоколебимую волю, авангардную смелость и способность реагировать на изменения, тем самым открывать новые перспективы для высококачественного развития сотрудничества. Важно продвигать мирную повестку БРИКС во имя защиты общей безопасности. Человечество живет в сообществе неделимой безопасности. И лишь реализация концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности позволит выйти на путь всеобщей безопасности. В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны глобального Юга создали группу друзей мира. Она направлена на объединение больших голосов в поддержку мира. Важно на основе принципов недопущения перерыва конфликта, его распространения на третьи стороны, избежания эскалации боевых действий и отказа от подливания масла в огонь содействовать скорейшей деэскалации ситуации. В то же время постоянное ухудшение гуманитарного кризиса в секторе Газа и начало новой войны в Ливане напоминает о продолжающейся эскалации конфликтов между соответствующими сторонами. Важно как можно скорее добиться прекращения огня и убийств, прилагать неустанные усилия для полного, справедливого и последовательного урегулирования палестинского вопроса. Важно продвигать инновационную повестку БРИКС, стимулировать высококачественное развитие. Действительно, стремительно развертывается новый виток научно-технической революции и промышленных преобразований, что требует от нас идти в ногу со временем и культивировать производительные силы нового качества. Недавно в Китае был создан Центр БРИКС по сотрудничеству в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Мы готовы со всеми сторонами углублять инновационное сотрудничество, раскрывая потенциал искусственного интеллекта. Китай еще будет создавать Международный центр БРИКС по изучению глубоководных ресурсов, а также
Создадим китайский центр сотрудничества по особым экономическим зонам БРИКС. Китайский центр промышленных компетенций стран БРИКС. А также построим сеть сотрудничества БРИКС в области цифровых экосистем. Будем рады активному участию всех наших партнеров, что, уверен, позволит совместно вывести наше сотрудничество в рамках БРИКС на качественно новый уровень. Важно продвигать зеленую повестку БРИКС во имя реализации устойчивого развития. Зеленое развитие — это примета нашего времени. В глобальную тенденцию зеленой и низкоуглеродной трансформации должны активно интегрироваться все страны-участницы БРИКС. Высококачественное производство Китая, прежде всего в сфере электромашиностроения, литиевого аккумулятора и водоэлектрической продукции, придают важный импульс глобальному зеленому развитию. Используя свои преимущества, китайская сторона готова расширять сотрудничество с государствами-членами БРИКС в таких областях, как зеленая индустрия, экологически чистая энергия и освоение зеленым способом минеральных ресурсов с целью озеленения индустриальной цепочки, укрепления зеленого сотрудничества и улучшения качества нашего развития. Важно продвигать справедливую повестку БРИКС во имя совершенствования системы глобального управления. Темпы реформ глобального управления долгое время не соответствуют стремительности перемен в раскладе международных сил. Поэтому нам следует придерживаться принципа подлинного мультилатерализма и концепции совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, возглавить реформирование системы глобального управления на основе концепции равенства, справедливости, открытости и инклюзивности, повысить представленность и право голоса стран глобального Юга. Уважаемые коллеги, в новой ситуации актуальность реформы международной финансовой системы будет только возрастать. В этой связи государства-члены БРИКС должны играть ведущую роль в углублении финансово-экономического сотрудничества, укреплении многосвязанности финансовой инфраструктуры, поддержании высокого уровня финансовой безопасности, повышении влияния и авторитета нового банка развития БРИКС, чтобы международная финансовая система лучше адаптировалась к изменениям мировой экономической архитектуры. Важно еще продвигать культурно-гуманитарную повестку БРИКС во имя содействия гармоничному сосуществованию разных цивилизаций. Страны БРИКС объединяют глубокие истории и блестящие культуры. Следует активно поощрять инклюзивное сосуществование разных цивилизаций, постоянно укреплять обмен мнениями и опытом по вопросам государственного управления, последовательно раскрывать потенциалы сотрудничества БРИКС в области образования, спорта, искусства и так далее, чтобы вливать новую движущую силу в развитие БРИКС через цивилизационное взаимообогащение. В прошлом году я выдвинул инициативу по созданию механизма сотрудничества в области цифрового образования в рамках нашего объединения. Очень рад, что этот механизм уже создан и приступил к своей деятельности. На этой основе китайская сторона будет продвигать план для повышения возможностей стран БРИКС в области цифрового образования. И в течение последующих 5 лет будут созданы 10 научных центров в странах БРИКС и предоставлены 1000 квот на курсы обучения для менеджеров в сфере образования, а также преподавателей и студентов с целью упрочения культурно-гуманитарных вузов БРИКС. Дорогие коллеги, Китай готов со всеми партнерами вместе открывать новые горизонты высококачественного сотрудничества Большого БРИКСа во имя совместного построения сообщества единой судьбы человечества. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый господин председатель. Мнение
Китая крайне важно для нашего объединения, да и не только для нашего. Поэтому уверен, что все внимательно слушали вашу речь. Пожалуйста, слово президенту Арабской Республики Египет, господину Аль-Сиси. Большое спасибо, господин президент. Господин президент Владимир Путин, президент Российской Федерации, уважаемые дамы и господа, я бы хотел на сегодняшнее заседание, которое представляет отличную возможность для проведения консультаций, укрепления взаимопонимания по международным текущим проблемам. Я также хотел бы подчеркнуть, что мы рассчитываем на получение подробного доклада от госпожи Дильмы Русы в том, что касается взаимодействия в банковской сфере. Дамы и господа, Египет уделяет большое значение, придает укреплению многополярной системы в целях укрепления достижений мира и развития, обеспечения сохранения мира и стабильности в мире. Тяжелые кризисы, которые сейчас захлестнули весь мир в последние годы, приводит к мнению, что некоторые сомневаются в текущем многополярном устройстве. Уважаемые дамы и господа, то, что происходит в мире, мировой порядок страдает от многих проблем и кризисов, политических кризисов, которые усугубляются экономическими проблемами, ведут к проблемам в сфере безопасности, недостатки финансирования в целых реализации целей развития, повышения стоимости ресурсов. Поэтому мы в Египте придаем приоритетное значение принятию существенных шагов в целях обеспечения финансирования целей развития в развивающихся странах за счет создания надежных механизмов и инструментов обеспечения устойчивого развития развивающихся стран. Уважаемые дамы и господа, я бы хотел упомянуть о том, что в прошлом июне Египет принял первое заседание нового банка развития, который нацелен на развитие взаимодействия государственно-частного партнерства, привлечение дополнительных инвестиций на рынке стран БРИКС. И это прошло в том свете, что мы придаем особое значение функционированию этого банка для поддержки проектов развития в развивающихся странах, особенно в сфере транспорта, чистой энергетики, инфраструктуры, цифровой сектор и урбанизации. Дамы и господа, объединение БРИКС, текущей своей работы, работала в целях обеспечения устойчивости режима многополярности. С этой точки зрения Египет подтверждает готовность укрепления к взаимодействию и координации со странами объединения в целях на различных международных площадках, в том числе и в таких направлениях, как климатическая повестка, укрепление обеспечения продовольственной безопасности, цифровизация, сфера образовательной науки. Мы также настроены на дальнейшую работу в целях обеспечения финансовой кооперации, перехода к национальным валютам, обеспечения финансовых платежей в национальных валютах, а также взаимодействия в сферах цифровизации, взаимодействия с деловым советом стран БРИКС и укрепление взаимодействия государственно-частного партнерства на основе механизма межбанковского сотрудничества БРИКС. Дамы и господа, прежде чем закончу свое слово, я бы хотел еще раз подтвердить готовность и приверженность Египта и его устремленность укреплять многостороннее взаимодействие в целях обеспечения безопасности и стабильности, процветания и устойчивости экономики и реализации целей. Большое спасибо вам. Большое спасибо, уважаемый господин президент.
особенно вот за то, что мы вот в кулуарах сейчас обсуждали о ситуации в регионе. Вы нам так подробно рассказали. Благодарю вас. Спасибо. Да. Вот у нас на связи появился президент Бразилии, и я с удовольствием передаю ему слово. Пожалуйста, слово господину Дасилву. Уважаемый господин президент России Путин, я хотел бы вас поблагодарить за ту победу, за ту организацию БРИКС, которая проводится сейчас. И при том, что я не нахожусь лично в Казани, я хотел бы выразить, что я очень рад. И я хотел бы поблагодарить вашу поддержку за кандидатуру проведения Большой Двадцатки в Бразилии, за инициативы, также за те инициативы, которые мы проводили. Наши страны пытаются бороться с голодом, с неравенством. И Альянс по борьбе с голодом и бедностью, я приглашаю всех вас участвовать. Эта инициатива, она началась в Большой Двадцатке, но приглашаю всех вас. БРИКС также занимается вопросами изменений климатических. И нет сомнений, что исторически развитые страны ответственные за то, что все страдают сейчас. Кроме того, что обещали сократить 100 миллиардов выбросов и не выполнили, необходимо выполнять. Некоторые вопросы очень срочные. У нас одна планета, и будущее нашей планеты зависит от наших действий. С нашей стороны мы будем стараться выполнить во время проведения КОПа-30 в Белеме, мы сможем показать, что на национальном уровне возможно помнить, что мы развиваемся, производим, но также мы контролируем выбросы. И мы также поддерживать будем во время президентства Бразилии БРИКС, председательства Бразилии БРИКС. Мы будем продолжать бороться за... Мы должны помнить, есть такие важные вопросы, которые являются приоритетом для всех. У нас есть большие технологические возможности. У нас также есть возможности не исключать, а включать. И мы должны, голос народа, быть выше, чем частный сектор. БРИКС в последние годы отвечает за большой рост экономический. Мы практически большая часть населения страны. Мы представляем 36% ВВП и также возможность закупки. 76% марганца, графита, редкоземельных элементов находятся на наших территориях. Это план Маршалл, но наоборот, когда экономики в развитии поддерживают развитый мир. И инициатива созданий БРИКС разрывает эту логику. И создание групп БРИКС увеличилось в последние годы с 2003 до 2023 года в 12 раз увеличились экспорты в страны БРИКС. Женский совет, который был создан, также обсуждает вопрос о предоставлении разных прав. Кроме этого, когда мы говорим о банковской системе, мы обсуждаем возможность создать финансовую систему, которая уменьшит затраты для наших коммерческих отношений. Банк на развитие в этом году отмечает 10 лет. Этот банк, он также
участвовать в развитии инфраструктуры, которая позволит нам развиваться. Под лидерством госпожи Дилмы банк рассматривает более 100 проектов, более 100 миллиардов долларов. Когда банк создавался, он создавался именно взамен тем банкам, которые не выполняли свои намерения. И НБ, наш банк, он направлен на выполнение тех необходимых целей, которые необходимы нам. Необходимо теперь создать альтернативные денежные отношения между нашими странами. Мы не говорим о замене наших внутренних денег, но когда мы говорим о многополярном мире, мы должны создать финансовую систему. Мы должны серьезно обсуждать эту тему. И технически мы не можем больше ждать, необходимо решать. Многие хотят разделить мир на друзей и врагов, но страдают те, кто более в чуткой сфере находится. Что эти хотят? Они хотят работу, они хотят еду, они хотят качественное здравоохранение, школы, здоровый образ жизни без климатических трагедий, мир без оружия, без убийств невинных. Как было сказано президентом Эрдоганом, Западный берег стал самым крупным кладбищем в мире. Необходимо. Теперь это все также в Палестине происходило, теперь переходит в Ливан. Также конфликт между Россией и Украиной. У нас сейчас происходят две войны, что может захватить весь мир. Поэтому нам необходимо работать вместе по направлению к цели. Наш будет флаг нашего председательства. Мы будем работать в сфере объединения на равных правах. Это еще одна глава нашей работы. Большое спасибо, господин Путин и всех наших коллег. Большое спасибо, господин президент. Бразилия действительно принимает от нас председательство в БРИКС, и мы сделаем со своей стороны все возможное для того, чтобы поддержать вас и чтобы эта передача была эффективной, уверены, что лидерство БРИКС переходит в надежные руки. Спасибо большое. И позвольте передать слово премьер-министру Эфиопии. Пожалуйста. Прошу вас, коллега. Ваше превосходительство Владимир Путин, президент Российской Федерации, ваше превосходительство, глава государства, правительств, уважаемые делегаты. Мне хотелось бы высказать благодарность от всего сердца в адрес президента Путина за проведение этот саммит. И наша встреча вселяет надежду на то, что мы добьемся мультилатерализма и сможем решать вызовы, с которыми сталкивается наш мир сегодня. Мы новичок в семье БРИКС, и мы, Эфиопия, готовы конструктивно работать в интересах развития многосторонности и развития развивающихся стран на принципах равенства. Мир быстро развивается, и мир сталкивается с многочисленными кризисами. Их решение требует мудрости и продуманного подхода. Ваше превосходительство, важно признать, что экономический рост в развивающихся странах очень часто сталкиваются с несправедливой глобальной финансовой системой. Дисбалансы в наших экономических рамках в мире приводят к неравенству, инфляции и безработице. И поэтому требуются коллективные усилия с нашей стороны, более чем когда-либо. Призывы решать проблемы климатические, финансировать эти решения, на них не обращают внимания, хотя кризис углубляется. И
Однако же, сталкиваясь с этими вызовами, я усматриваю здесь и значительные возможности в рамках БРИКС. Коллективный голос БРИКС представляет практически половину глобального населения и 1/3 глобального ВВП. БРИКС обладает потенциалом стать силой трансформирующей на пути к более справедливому мировому порядку. Ваше превосходительство, торговля внутри БРИКС, инвестиции, туризм могут повлечь за собой экономический рост, от которого выиграют не только государства-члены наши, но это послужит и моделью для сотрудничества и солидарности в решении глобальных вызовов. Мы должны поставить на службу этому нашей экономики и потенциал для того, чтобы добиться экономических приростов в интересах наших народов. Консолидируя сотрудничество, используя искусственный интеллект, это тоже важно. Я решительно поддерживаю предложение, сформулированное как президентом Путиным и президентом Ци по этому вопросу. Более того, безотлагательное рассмотрение заявок на членство в БРИКС и в новом банке развития позволит сделать систему альтернативного финансирования инфраструктурных проектов, которые важны для развития. Полагаю, что БРИКС находится в уникальном положении, которое позволяет ему добиваться многостороннего справедливого многосторонности. Мы должны находить решения озабоченности развивающимся странам, и их голос должен быть услышан в мире. Эфиопия, в частности. Хотел бы подчеркнуть то, что реформирование Совбеза ООН заслуживает нашего внимания. Мы уверены в том, что страны, которые представлены на этом саммите, на приоритетной основе рассмотрят вопрос о представительстве Африки в Совбезе ООН. И это общая африканская позиция. И здесь речь идет не просто о представительстве, речь здесь идет о справедливости, о равенстве. Таким образом, все страны могут сделать свой вклад в глобальное управление. Господин президент, ваше превосходительство, Эфиопия подчеркивает практическую значимость нашего партнерства, и это отражает надежду и потенциал, который представляет собой БРИКС. Наша страна третья крупнейшая экономика в Африке к югу от Сахары, и у нас молодой трудовой потенциал, и у нас есть энергетические ресурсы, и это открывает новые возможности для инвестиций, торговли в рамках нашего реформирования макроэкономического. Это открывает новые двери для роста. Наша инициатива в области зеленой экономики нам позволяет в течение 6 лет посадить 6 миллиардов деревьев, а это подчеркивает нашу приверженность устойчивому экономическому развитию. Также Эфиопия привержена к обеспечению продовольственной безопасности. Мы стали крупнейшим производителем зерновых благодаря производительности нашей. Наши инвестиции в умные города подчеркивают то, что мы культурно и исторически богаты, и мы учимся у всего мира. Я вновь призываю к экономическому сотрудничеству в рамках БРИКС между всеми отраслями промышленность, энергетика, туризм и, прежде всего, искусственный интеллект. И в заключение хочу заверить вас, ваше превосходительство, в том, что Эфиопия привержена активному участию в реализации нашего общего видения в интересах более яркого будущего. Наше партнерство должно не только решать сегодняшние проблемы, оно должно закладывать основу для достижения более справедливого и инклюзивного многостороннего мира. Я вас благодарю. Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр, за то, что обратили еще раз внимание на наши приоритеты. И я передаю слово премьер-министру Республики Индия, господину Нарендре Моди. Your Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए
मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई Я хотел бы поблагодарить президента Путина за прекрасную организацию этого саммита БРИКС. И вновь я хочу поприветствовать от всего сердца всех наших новых друзей, которые присоединились к БРИКС. В рамках нового расширенного состава на БРИКС приходится 40% населения мира и 30% глобальной экономики. В последние практически 20 лет БРИКС смог достичь многого. Я уверен в том, что в ближайшее время эта организация станет более эффективной платформой, позволяющей решать глобальные вызовы. Друзья, мне также хотелось бы поприветствовать вас от Дильма Русов, который является президентом нового банка развития. В последний год этот банк стал важной возможностью удовлетворять потребности в области развития глобального юга. Мы в Индии поддерживаем это. Мы также поддерживаем региональные центры в Африке и в России, которые поддержали деятельность этого банка. Наши проекты развития стоят 35 миллиардов долларов, и мы будем и дальше работать на основе принципа, который реагирует на спрос, и расширяя банк, мы должны гарантировать устойчивость финансовую на долгую перспективу. Мы должны открывать доступ на рынки, и это должно быть нашим приоритетом. В этом новом расширенном составе, друзья, БРИКС стал экономикой, которая стоит более 30 триллионов долларов. Деловой совет БРИКС и Женский совет Альянс играют особую роль в развитии нашего экономического сотрудничества. В этом году был достигнут консенсус в отношении реформ ВТО. Мы говорили о сельском хозяйстве, о цепочках поставок, экономических реформах, и все это должно консолидировать наше экономическое сотрудничество. И в рамках этой инициативы мы также должны делать акцент на интересы малых и средних предприятий. Отрадно отметить, что форум БРИКС по стартапам под председательством БРИКС, который состоялся в 2021 году, который был предложен Индии в 2021 году, состоится в этом году. Инициатива по созданию исследовательской сети, также, которая была сформулирована инициативой, играет важную роль в логистике и в цепочках их поставок между странами-членами БРИКС. В этом году был достигнут консенсус в рамках БРИКС в сотрудничестве с ЮНИДО по тому, что касается подготовки квалифицированной рабочей силы. Исследовательский центр БРИКС по вакцинам, который был создан в 2022 году, позволяет консолидировать безопасность в области здравоохранения во всех наших странах. И мы, Индия, готовы поделиться своим опытом в том, что касается цифрового здоровья с нашими партнерами по БРИКС. Изменение климата, друзья, это тема приоритетная для нас всех. И мы приветствуем консенсус, который был достигнут в рамках партнерство БРИКС в рамках открытого рынка по углеродам под председательством России. Здесь делался особый акцент на зеленом росте, на развитие инфраструктуры и перехода на зеленую экономику. И Индия выступила с рядом инициатив, как, например, Солнечный международный союз и коалиция по борьбе с природными катастрофами. Все это открывает новые двери перед нами. В прошлом году в рамках КОП-28 мы выдвинули важную инициативу, которая называется «Зеленый кредит».
Я приглашаю партнеров по БРИКС присоединиться к этой инициативе. Особый акцент делался и делается на создании инфраструктуры во всех странах-членах БРИКС. В Индии мы создали цифровую платформу, которая называется Шакти Шакти портал, который позволяет быстро развивать мультимодальные связи. Это позволило создать интегрированную инфраструктуру. Это помогает нам в планировании и реализации. Это сокращает логистические расходы. Мы готовы поделиться нашим опытом со всеми вами, друзья. Мы приветствуем усилия, направленные на большую финансовую консолидацию между странами БРИКС. Торговля в национальной валюте и трансграничные платежи сыграет лишь на руку нашему сотрудничеству. Унифицированный интерфейс для платежей UPI, который был разработан Индией, это действительно история успеха. И многие страны взяли его на вооружение в прошлом году. Вместе с его высочеством шейхом Мухаммедом мы реализовали это в ОАЭ. Мы также готовы сотрудничать и с другими странами БРИКС в этой области. Друзья, Индия полностью привержена развитию сотрудничества в рамках БРИКС. Мы искренне верим в нашу разнообразность и многополярность. И это наша сила, и мы верим в человечество. Это поможет нам добиться более яркого будущего для наших грядущих поколений. Я благодарю всех за участие в этой важной и ценной дискуссии. В качестве следующего председателя БРИКС я желаю всего самого наилучшего президенту Луле. Индия поддержит ваше председательство. Еще раз благодарю президента Путина и всех лидеров. Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр. Мы все говорим о необходимости обеспечить высокие темпы экономического роста. Вам это как раз удается. Мы вас поздравляем с этими результатами. 7,5% роста – это пример для многих из нас. И спасибо за ваши инициативы. Благодарю вас. Пожалуйста, слово президенту Ирана. Во имя Господа Всемилостивого и Милосердного, уважаемый Владимир Путин, уважаемый президент Российской Федерации, уважаемые главы государств, членов БРИКС, дамы и господа, сегодня мы впервые проводим заседание БРИКС в расширенном формате с новыми членами этого объединения. Мы стремимся к новому миропорядку, более справедливому и более безопасному. Период односторонности подходит к концу. И این مسئله به وضوح آشکار شده که از دیدگاه قدرت‌های غربی صلح Процветание и развитие могут быть только реализованы на пути определенном на западных направлениях. И могу сказать, что результат только подобного подхода западных стран только может усугубить ситуацию во всех уголках мира. И с большим сожалением я должен сказать, что на основании
مبادرت به اعمال лет تحریم علیه американцы, могу сказать, что способствовали разрастанию конфликтов, а также войн по всему миру. И это есть развязание разных войн, разных конфликтов, и мы прекрасно понимаем, что сейчас именно происходит в Ливане и Палестине. Формирование, продолжение и расширение БРИКСа за последние 15 лет стало для стран и мирового сообщества возможностью не связывать свою судьбу исключительно с желаниями и стремлениями западных держав, а на пути для более широкого партнерства во всех, так сказать, сферах. Некоторые западные аналитики в первые годы после образования этой группы рассматривали возможность того, что БРИКС станет серьезным игроком на международной арене. Но, к счастью, сегодня эта группа фактически утвердила свою роль в качестве альтернативного пути. Ожидается, что БРИКС продолжит свой путь в будущем с большей силой. С добавлением в группу БРИКС новых стран, эта группа теперь представляет значительную часть развивающихся стран и вновь появляющихся рынков. По этой причине с сегодняшнего дня возрастают ожидания от этой группы принятия более оперативных и в то же время более амбициозных решений. Усилия, которые были предприняты до сих пор, чтобы уменьшить доминирование доллара в мировой экономике, должны быть усилены и реализованы с помощью оперативных решений, таких как создание валютной корзины БРИКС или нового механизма расчетов, независимого от доллара. Независимые страны больше не могут платить за ошибочную финансовую политику или неэффективность Соединенных Штатов в борьбе с организованной коррупцией в их финансовом секторе. Сегодня мир сталкивается с многими проблемами в области продовольственной безопасности, изменения климата, долгового кризиса и разделения севера и юга и многими другими проблемами. Ментальное решение этих проблем, которые больше, чем где-либо еще подвергли развивающиеся страны и глобальный юг напряженности и ущербу, должно сопровождаться активным участием этих стран в рамках БРИКС. Группа БРИКС должна действовать более серьезно, чтобы отразить неуслышанные голоса в мировом сообществе и эффективно следовать механизму диалога БРИКС с другими странами. Мы верим в идеале БРИКС по реформированию управления глобальной многосторонности, содействию миру, безопасности и инклюзивному экономическому росту, созданию прозрачности и укреплению демократии в глобальных финансовых институтах. Исламская республика Иран сделает все возможное, чтобы группа БРИКС вдали от политики и геополитических конфликтов успешно продвигала задачу реформирования структуры мирового экономического и справедливого управления и создания альтернативных возможностей для развития и процветания южных стран. Институты БРИКС, такие как Новый банк развития, Резервный фонд, при наличии новых членов должны взять на себя больше ответственности в финансировании проектов членов, а также стран-членов и решении проблемы платежного дисбаланса. Каждая из стран-членов БРИКС должна рассматривать процесс и развитие других членов как свой прогресс и развитие и здоровая конкуренция, взаимное сотрудничество. Я думаю, что создание электронной платформы для всех членов БРИКС, для того, чтобы облегчить процессы торговли взаимной между этими сторонами, а также уменьшение зависимости от мирового, так сказать, господства в сфере торговли. Нам нужно и подумать над тем, как можем улучшить систему взаиморасчетов на основании национальных валют. А также еще мы прекрасно даем себе отчет о том, что мы не должны дальше зависеть от западных систем расчетов. Это большая угроза для всех стран. Может быть, не сегодня, но завтра.
В завершении, высоко оценивая гостеприимство и обширные усилия народа и российского правительства по проведению данного саммита и выполнению бремени председательствования БРИКС в 2024 году, я еще раз считаю необходимым подчеркнуть, что всеобъемлющее глобальное экономическое процветание и развитие могут быть достигнуты только в условиях мира и общественной безопасности. То, что мы наблюдаем сегодня в Палестине и Ливане, это углубление основ войны и насилия из-за игнорирования основных прав людей, которые не хотят ничего, кроме права на суверенитет земель своих предков. Продолжение этой ситуации, несомненно, поставит мир под угрозу распространения нестабильности и войны. Поэтому я прошу всех уважаемых членов ценной и влиятельной группы БРИКС, прошу вас использовать все свои коллективные и индивидуальные возможности, чтобы добиться изменения в этой ситуации и обеспечить право палестинского народа. Спасибо всем вам большое. Надеюсь увидеть вас еще раз. Благодарю вас, господин президент. Вы сказали очень важную вещь. Наша задача обеспечить сотрудничество, широкое сотрудничество в интересах большинства стран мира. Конечно, ради этого мы собираемся и работаем. Спасибо большое. Пожалуйста, слово президенту Южноафриканской Республики. Прошу. Ваше превосходительство, господин президент Владимир Путин, Ваше превосходительство, уважаемые лидеры стран БРИКС, уважаемые министры, Ваше превосходительство, дамы и господа. Прежде всего, позвольте выразить благодарность президенту Владимиру Путину и народу Российской Федерации за организацию 16-го саммита БРИКС в этом прекрасном городе Казани. Важно, что саммит БРИКС проходит в городе, который настолько богат культурным наследием и разнообразием, поскольку мы вступаем в новую главу истории БРИКС в расширенном составе. Мы приняли новые страны, которые богаты своими культурами и традициями. Наша история, история стран БРИКС — это история солидарности, история взаимного уважения и взаимной выгоды. БРИКС является инклюзивной группой стран, которые намерены изменить траекторию развития глобального юга. Для этого мы должны полностью воплотить потенциал нашего экономического партнерства, чтобы обеспечить устойчивое развитие для всех, а не только для отдельных групп стран. Мы должны предпринимать решительные шаги по построению общего процветания, равного для всех. Как и большинство стран мира, Южноафриканская Республика делает усилия для обеспечения устойчивости цепочек поставок, торговли, туризма и финансовых потоков, которые не зависели бы от внешнего влияния в условиях многополярного мира. Работая сообща, семья БРИКС имеет важную роль, которая состоит в решении ключевых вызовов глобального юга путем построения партнерств с развивающимися экономиками, рынками. Мы надеемся услышать доклады от наших министров финансов и управляющих центральных банков по использованию национальных валют в международной торговле и финансовых операциях среди стран БРИКС и их партнеров по торговле. Несколько дней назад в Москве собрались представители бизнеса БРИКС под председательством делового совета БРИКС. В ходе мероприятия обсуждались конкретные возможности развития торговли между нашими странами.
Южноафриканская республика считает, что подобная деятельность, направленная на достижение практических результатов, играет ключевую роль в достижении приоритетов национального развития и обеспечении инклюзивного экономического роста. Считаем, что инклюзивный рост — это, среди прочего, признание приоритета бизнеса, которым руководят женщины. Мы признаем работу, которую приводит женский деловой альянс БРИКС. Он добавляет значительную ценность нашим усилиям по обеспечению роста и развития. По мере поиска новых решений в сфере устойчивого развития необходимо признавать вызовы, которые представляют собой изменение климата. Необходимо признавать разрушительные последствия, которые он имеет для жизни наших стран. Южноафриканская республика остается приверженной справедливому переходу на низкоуглеродную экономику. Мы привержены сокращению глобального уровня выбросов, руководствуясь принципами общей дифференцированной ответственности, а также уважения нашего национального потенциала и способностей. Страны с развивающимися экономиками серьезно затронуты последствиями изменения климата. Однако на них лежит меньше всего вины за нынешний климатический кризис. Следовательно, крайне необходимо, чтобы промышленно развитые страны выполняли свои обязательства в сфере климата ради обеспечения справедливого и равного перехода. Важно, чтобы действия в области климата не усугубляли проблему неравенства или сдерживали развитие стран глобального юга. Ради достижения целей стратегии БРИКС экономического партнерства до 2025 года необходимо рассмотреть различные пути использования возможностей и решения вызовов, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия, которые действуют в странах БРИКС. Необходимо наращивать сотрудничество среди стран БРИКС путем запуска общих программ развития в сфере экспорта, промышленного сотрудничества и обмена технологиями. Призываем к калибровке и изменению торговых маршрутов, чтобы обеспечить более устойчивую индустриализацию. И также необходима реформа Всемирной торговой организации. Необходимо рассмотреть сотрудничество стран БРИКС в области минеральных ресурсов и отслеживания источников производства минеральных ресурсов. Это играет большую роль для развития и достижения цели по снижению углеродного следа наших экономик. Большую роль в этом играет новый банк развития, как международная структура. Банк необходим для достижения общих устремлений нашей группы и для достижения целей наших развивающихся экономик в целом. Высоко ценим работу, которую проводят, и прогресс, который достигается новым банком развития под блестящим руководством нашей дорогой сестры, госпожи Дилмы Русефф. Ее работа является блестящим примером ценности группы БРИКС, поскольку таким образом мы поддерживаем рост и развитие стран глобального юга. И в этом наша сила. По мере того, как мы наращиваем наше развитие, необходимо также не забывать о вопросах мира и безопасности. Продолжающиеся конфликты по всему миру вызывают серьезную обеспокоенность. Непрекращающиеся конфликты в секторе Газа на Ближнем Востоке ведут к гибели многих палестинцев, и это вызывает серьезную озабоченность.
Необходимо решительно выступать за прекращение огня, которое должно вступить в силу незамедлительно. Также необходимо признать право палестинского народа на самоопределение. Нам удалось добиться прогресса по ряду вопросов. Достигнутый прогресс должен вдохновлять нас, чтобы мы стремились к большему. Кроме того, БРИКС должна стать более эффективным инструментом обеспечения глобального мира и глобального прогресса на всех уровнях и во всех сферах, в экономике и не только. Благодарю вас. Спасибо большое, уважаемый господин президент. Спасибо, что обратили внимание на особенности и вызовы для глобального юга. Конечно, мы все согласны с тем, что нужно бороться с климатическими изменениями, но нельзя не согласиться с вами в том, что никому не должно быть позволено использовать это в каких-то корыстных интересах и в интересах каких-то групп или отдельных государств. Спасибо большое. Еще раз, пожалуйста, я передаю слово министру иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов. Уважаемый господин президент Владимир Путин, президент Российской Федерации, дамы и господа, мы сегодня встречаемся в момент, когда мы все размышляем над путями развития будущего. Мы взаимодействуем в целях не только противодействия текущим вызовам, но для того, чтобы составить дорожную карту экономики будущего, более устойчивой, более крепкой, способной противодействовать вызовам на основе инноваций, которые составляют основу для будущего развития экономики. Сегодня очевидно всем, что экономическое развитие связано не только с традиционными источниками, но и также нашими возможностями в сфере инновационных технологий, переосмыслении возможности использования имеющегося потенциала. Экономика сегодня требует нового движения, нового импульса, требует обсуждения путей продвижения в целях процветания и устойчивого развития и в то же время справедливого распределения ресурсов. Уважаемые дамы и господа, ОАЭ считает, что современная экономика должна быть гибкой, должна привлекать инновационные технологии, и инновации, должна быть открытой для мира. И в то же время мы понимаем, что успех не опирается исключительно на текущую ситуацию, но будет обеспечен за счет обеспечения интересов будущих поколений. ОАЭ гордится тем, что мы добились серьезного прогресса в ряде секторов, таких как технологические направления, сектор логистики. Мы также поддерживаем ведущие инициативы на международной арене в целях создания платформ для продвижения диалога по зеленой экономике, по устойчивому развитию, по инвестициям. Зеленая экономика сегодня представляет собой одну из основ достижения устойчивого развития. В ОАЭ мы стремимся добиться
прогрессы на этом направлении. ОАЭ инвестировала в крупные проекты в возобновляемых источников энергии, такие как солнечная энергетика, ветряная энергетика, в целях более эффективного использования природных источников энергии, природных ресурсов. Это часть нашего видения достижения более устойчивого будущего, более с учетом климатических изменений также. Что касается соглашения о стратегическом взаимодействии, ОАЭ создает новые возможности для развития инновационной экономики. Это также еще одна наш приоритет, и в том числе в экономике, и во внешней политике, открытие новых рынков, привлечение инвестиций, инвестирование наших национальных средств. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества и партнерства с другими странами в целях обеспечения устойчивого развития. Поэтому мы работаем над расширением наших партнерств, особенно те, которые основаны на взаимодействии в инновационной сфере и взаимодействие в зеленой экономике. Дамы и господа, в завершении нашего сегодняшнего заседания во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным я хотел бы подтвердить, что итоговая декларация, которая будет принята, будет важным шагом, очень важным шагом в целях укрепления нашего взаимодействия, установления общепризнанных рамок для противодействия будущих вызовов и достижения наших общих целей. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Объединенные Арабские Эмираты очень ответственно подходят к решению общих наших задач. Мы имели возможность и удовольствие подробно говорить об этом с президентом Объединенных Арабских Эмиратов во время его недавнего визита в Москву. Благодарю вас. Слово президенту Нового банка развития госпоже Дилме Роусов. Meus cumprimentos ao presidente da Federação Russa, Владимир Путин. Добрый день. Хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Путина за его слова приветствия и за прекрасную организацию саммита БРИКС, а также за то, что он позволил нам поблагодарить за очень хороший прием и особенно за реализацию такой встречи в Казани. Я приветствую всех президентов, шефов государств, министров, премьер-министров. Дамы и господа, на следующие месяца пройдут большие встречи, большие мероприятия. После того, как Центральный банк в Нью-Йорке уменьшил свои налогообложения, весь мир был подвергнут тем же процессом. И опять же, мы видим, что вот политики такие, которые принимаются, они предоминируют по сравнению с другими политиками других стран. И мы зависим от проекции пути тех политик, которые применяются в Соединенных Штатах. То есть это показывает, что у нас отсутствует контроль над собственными направлениями экономики валютного обмена. В Европе экономика очень чувствительная, и очень противоположные ветра также затрагивают этот континент. И в прошлом году, в прошлой неделе, последний раз налоговая политика Европы также вошла в силу, то есть роста не предвидится. Но при этом в Азии, на Востоке, в Африке и в Латинской Америке, особенно в азиатских странах и
эти страны ответственны за рост и за улучшение экономической ситуации своих народов. Когда мы говорим о геополитике, очень трудная, драматическая ситуация Палестины является главным моментом, то, что нас волнует, потому что смерти женщины и дети есть единственное этому объяснение, уничтожение. Комплексность этого региона также затрагивает транспорт и международную логистику. Таким образом, комплексная геополитическая ситуация, она также усложняется тем, что доллар используется как оружие для изменения условий жизни населения и что также влияет на международную систему, то есть на доверие и ее целостность. И принимая во внимание все это, мы принимаем наши действия. За первые месяцы в нашем банке достаточно было трудно. В то время в банке не было ликвидности после 15 месяцев без доступа. Мы получили поступление, и это было очень важно. Это произошло во время COVID-19. Начиная с 2023 года наш банк, мы стали принимать меры, чтобы преодолеть эти трудности. Мы выявили, как собирать инвестиции, ресурсы мобилизировать, и в апреле 2023 года мы вернулись на рынок, и этот возврат нам помог понимать наши ситуации риска и оценить другие ситуации. Начиная с того момента нового банка на развитие, мы выходили в разные рынки в долларах Гонконга, доллары в американцев и hence ЮАР. Мы в разных операциях, резервах провели операции больше 12 миллиардов долларов. И на самом деле мы используем стратегии разнообразия, используя местные денежные системы. Мы также уменьшаем затраты, и мы таким образом пытаемся установить нашу систему. И на 45 единиц, когда мы даем кредитная ставка в долларах, и мы также работаем, продолжаем в этом направлении. Кроме этого, наши затраты также, стоимость наших кредитов уменьшается, то есть мы находимся на правильном пути. Кроме этого, мы смогли поддержать многие контракты и подписали новые контракты финансирования и расширили систему pipeline, так называемую, нашего банка. 24-25 год мы предусматривали поток проектов от 39 до 40 проектов, начиная с инфраструктуры транспорта, чистой электроэнергии, эффективности воды и санитарных проектов, и также цифровых, более 10 миллионов долларов. И на сегодняшний день 26,5 миллиардов долларов. Мы, начиная с самого нашего начала, мы 101 проект профинансировали. Новый банк на развитие предусматривает и хочет сконцентрироваться на финансировании в национальных денежных единицах. Это очень важно для того, чтобы мы увеличили нашу возможность для финансирования. Это наша стратегия.
с 22 на 26 год там было указано как цель, чтобы 30% финансирования использовало свою национальную денежную единицу. На сегодняшний день вот наших стран мы использовали 28,3%. Поэтому, то есть мы уже практически доходим до нашей цели 30%. Почему? Потому что очень важно продвигать новые технологии, продвигать новые платформы, финансирование при использовании национальных денежных единиц. И вот такой подход, кроме того, что это важно, что это гарантирует нашу финансовую независимость, и также, что финансы будут отражать важность наших стран в коммерции и инвестициях. Также предусматривает создание поток кассы, вместо доллара использовать национальную валюту, и финансирование оплаты будет использоваться международным долларом. И вот это из источников, который обычно является причиной задолженностей глобального юга. И новая система создает защиту, также защищает налоги процентные. Дамы и господа, результаты позитивные, которые были достигнуты за последние семестры, позволили уменьшить затраты, стоимость кредитов для наших стран-участников, и то, что стало возможно после долгого периода времени. Чем дешевле мы получаем деньги, тем больше мы позволяем использовать наши финансы для приоритетов контрактов. Кроме этого, одним из приоритетных вопросов — это расширение участников в банке. Это также позволяет создать более стабильную систему нашего банка и также позволяет создать финансовую структуру, которая предусматривает многополярность и усиливает это динамическое развитие. В 2023-2024 году наш банк получил разные консультации, обращались к нам в банк, то есть это подтверждает, что практическое применение нашего банка очень важно для стран глобального юга. И при последней встрече управления банка мы заканчиваем процесс вступления Алжира в банк. Кроме этого, мы также разработали систему «Стать центром знаний». В этом направлении мы провели разные обсуждения стабильного развития и использования валют стран-участников с применением технологий платформ для предоставления финансовых условий более выгодных для развивающих стран и для новых рынков. Поэтому это наша цель, это наш компромисс — разрабатывать новые инновационные платформы финансирования с использованием внутренних национальных валют. Кроме этого, также очень важно тот момент, что мы делимся мнением. Особенно я хотела бы вам рассказать о преодолении энергетических проблем и также использовать это преодоление в позитивную сторону. И я рада сказать вам, что при всем, что у нас существует иногда сомнения, но мы передвинулись вперед, и за последнее время мы сделали очень важные шаги. Это не значит, что мы удовлетворены с тем, что мы добились. Это только говорит о том, что мы можем
можем и что у нас получается. Выполнение наших ролей, нашей роли в поддержку наших стран БРИКС и увеличить наши финансовые возможности, особенно используя платформу национальной валюты, предоставление необходимых ресурсов в соответствии с необходимостью. Мы понимаем, что у стран много проблем по борьбе в разных направлениях энергетического перехода, безопасности, более стабильного, чтобы мы достигли свои результаты за этот многополярный мир. Большое спасибо. Большое спасибо, уважаемая госпожа Роусов. Вы сказали, что доллар используется в качестве оружия. Да, действительно, мы видим это так. На самом деле, думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает, потому что использование доллара, а он является до сих пор важнейшим инструментом в мировых финансах, как средство достижения политических целей, подрывает доверие к этой валюте и снижает его возможности. Но не мы же это делаем, это делают другие люди. Мы не отказываемся, не боремся с долларом. Но если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит. Мы, стремясь к сотрудничеству, все-таки, мне кажется, должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе. И может это сопровождаться большими потрясениями, в том числе и те, которые мы наблюдаем, в частности, на Ближнем Востоке. Но мы еще с коллегами поговорим на этот счет. Спасибо вам большое за вашу работу. Благодарю вас. И позвольте мне передать слово председателю делового совета БРИКС господину Катырину. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств и правительств, уважаемые участники встречи. В текущем году Деловой совет БРИКС продолжил активное продвижение флагманских инициатив, нацеленных на укрепление партнерства БРИКС. Хочу отметить, что в своей работе мы старались, во-первых, сохранить преемственность, повести нашего делового совета, а во-вторых, дополнить ее новыми актуальными инициативами в соответствии с тем запросами, которые поступали к нам от бизнес-сообщества наших стран. При этом приоритетное внимание уделялось гармоничному интегрированию в нашу работу представителей новых государств, членов БРИКС. Кульминацией нашей повестки стал состоявшийся 18 октября сего года в Москве масштабный деловой форум БРИКС, в котором приняли участие свыше 1000 представителей предпринимательского сообщества стран объединения. Работа велась в рамках 4 панельных сессий, которые охватили практически все актуальные сферы делового сотрудничества. В рамках форума также состоялись награждения лауреатов международного конкурса лучших практик БРИКС и конкурса женских стартапов БРИКС. Основные итоги форума и предложения, выработанные деловым советом БРИКС, легли в основу годового отчета, который представляем на ваше рассмотрение в соответствии с установленным порядком как основной итог нашей работы за год. В этот документ мы включили 46 рекомендаций по дальнейшему развитию сотрудничества в разрезе следующих основных направлений: инфраструктура, транспорт и логистика, финансовые услуги и инвестиции, сельское хозяйство, торговля, международная кооперация, цифровая экономика и искусственный интеллект, энергетика, зеленая экономика и климат, авиация, промышленность, профессиональная подготовка кадров. Учитывая высокую значимость развития транспорта в качестве первостепенного условия для расширения международной торговли, большое внимание в работе Совета уделялось вопросам укрепления транспортно-логистической взаимосвязанности, развитию международных транспортных коридоров, выработке современных интермодальных логистических решений, созданию бесшовной транспортной инфраструктуры. Второй приоритетный блок вопросов, составивший ядро повестки Делового совета в текущем году, связан с формированием устойчивой финансовой системы БРИКС. В этой связи большое внимание уделялось разработке в рамках БРИКС
новых механизмов международных расчетов, платежных сервисов, составления кредитных рейтингов БРИКС, а также вопросам развития кооперации страховых рынков. Третье приоритетное направление, над которым работал деловой совет БРИКС в течение года, это развитие цифровой экономики, а также сотрудничество в области искусственного интеллекта. В этом контексте усилия делового совета были направлены на продвижение инициатив, способствующих созданию единой цифровой инфраструктуры, совместному использованию биометрических систем идентификации, развитию информационной безопасности и цифровой инклюзивности. Кроме того, важное место в повестке делового совета занимали вопросы повышения уровня продовольственной безопасности, сотрудничества в области инвестиций, устойчивого развития, а также обеспечения технологического суверенитета БРИКС. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств и правительств, сегодня в условиях существующих политических и экономических трансформаций мы по-прежнему видим серьезное стремление деловых кругов стран БРИКС к дальнейшим совместным действиям по выстраиванию и углублению деловых контактов, поиску новых драйверов экономического роста, на благо укрепления связи между нашими странами, повышению качества жизни и благополучия граждан государств-членов БРИКС. Исходя из опыта работы делового совета в этом году, можно с уверенностью сказать, что бизнес-сообщество БРИКС, торговые и промышленные палаты, комитеты развития международной торговли, отраслевые союзы и ассоциации предпринимателей, фирмы и компании готовы к конструктивной работе по совершенствованию мирохозяйственных связей в целях справедливого и взаимовыгодного сотрудничества. В заключение хотел бы сказать, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств и правительств, что деловой совет БРИКС нацелен и в дальнейшем всецело содействовать развитию и реализации потенциала экономического сотрудничества объединения, руководствуясь принципами преемственности, открытости, взаимного доверия, уважения и учета интересов каждой стороны. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Я, как недавно, вы знаете, в Москве выступал перед членами делового совета, мне показалось, что все предприниматели наших стран настроены на активную совместную работу, на прямые контакты между собой. Будем всячески этому содействовать. Благодарю вас. Пожалуйста, слово председателю механизма межбанковского сотрудничества БРИКС господину Шувалову. Уважаемые лидеры, дамы и господа, уважаемый Владимир Владимирович, банки развития призваны содействовать правительствам и народам преодолевать вызовы, двигаясь по пути к более справедливому миропорядку. Признаны нашим партнером по механизму межбанковского сотрудничества БРИКС, мы признательны им за активную совместную содержательную работу в год председательства ВПРФ. Среди тем, которые отрабатывались членами механизма, назову основные. Это торговое финансирование в национальных валютах, инновационные механизмы финансирования инфраструктурных проектов, в частности, так называемое смешанное финансирование, формирование добровольных рынков углеродных единиц стран-членов объединения БРИКС и взаимодействие с институтами финансирования и развития, в первую очередь, с новым банком развития. Как сегодня уже неоднократно говорилось в рамках делового форума, Владимир Владимирович, вами подчеркнуто было, что экономики объединения в обозримой перспективе будут генерировать основной прирост глобального ВВП. Конечно, это требует собственной платформы развития, включая сильную и неподверженную влиянию извне финансовую систему. Особая роль в укреплении нашего финансового сотрудничества здесь принадлежит новому банку развития. Об этом тоже сегодня говорилось. Этот банк также принял участие в мероприятиях механизма межбанковского сотрудничества. Мы готовы работать над дальнейшим углублением как многосторонних, так и двусторонних связей с партнерными финансовыми институтами. Мы с партнерами согласовали обновленное рамочное соглашение о сотрудничестве, а также совместно с Китаем и ЮАР подписали соглашение о кредитных линиях в национальных валютах. Ожидаем, что к этому документу присоединятся Бразилия и Индия. Кроме того, мы начали работу по расширению формата за счет номинации организаций из новых государств-членов БРИКС,
К сожалению, в настоящий момент только Иран представил Милибанк, один из сильнейших банков Ирана, для того, чтобы он принимал участие в этом формате. Позвольте обратиться к лидерам стран, новых членов БРИКС, с тем, чтобы такие организации были номинированы, возможно, короткие сроки, для того, чтобы механизм работал в полном объеме, особенно в год председательства Бразилии. Обмен опытом между банками и членами ММС БРИКС в сфере организации смешанного финансирования оказался в центре нашей работы. ВПРФ представил свой основной продукт – это программа «Фабрики проектного финансирования». Полагаем, что обмен практиками смешанного финансирования, когда используются различные источники фондирования, улучшит перспективы реализации членами механизма совместных проектов в многостороннем формате. Масштаб стоящих перед нами задач четко указывает на то, что нам необходимо объединить усилия для реализации прежде всего трансграничных проектов в таких сферах, как транспортная инфраструктура и высокотехнологичная промышленность. Совместно с Минэкономразвития России планируем развивать взаимодействие по инструментам оценки качества жизни и эффективности проектов, в том числе в сфере частно-государственного партнерства на уровне стран БРИКС. Развитие механизмов частно-государственного партнерства является традиционным мандатом банков развития в мире. В формате нашего объединения мы могли бы подумать не только об обмене передовым опытом, но и о расширении практики реализации ГЧП-проектов с участием бизнеса из дружественных стран и с участием банков развития стран-членов. Также эта работа может проводиться при лидерстве нового банка развития. Важной повесткой, объединяющей страны БРИКС, является проблематика устойчивого развития и, в частности, совместная реализация проектов, помогающих национальным экономикам адаптироваться к климатическим изменениям. При этом члены механизма едины в понимании того, что достижение цели по углеродной нейтральности не может идти вразрез с другими приоритетами устойчивого развития, а именно ростом качества и уровня жизни людей, энергетической и продовольственной безопасностью, доступностью питьевой воды и инклюзивностью образования. Как главный российский институт финансирования и развития мы содействуем движению к углеродной нейтральности вместе с партнерами и рассчитываем на широкую кооперацию с другими институтами финансирования и развития в рамках БРИКС+. Страны объединения обладают большим потенциалом реализации природно-климатических проектов. Наши экономики являются крупнейшими производителями энергии и одновременно крупнейшими ее потребителями. Это открывает значительные перспективы для формирования общего добровольного рынка углеродных единиц. Для движения в этом направлении требуется разработка концепции создания такого рынка, правил, процедур и порядка его функционирования. В период председательства мы сделали только первые шаги в этом направлении. Мы готовы к продолжению такого взаимодействия, в том числе в ходе предстоящей конференции КОП-29 в Азербайджане. ВПРФ открыт для расширения сотрудничества в рамках ММС БРИКС. У нас накоплен большой опыт в сфере реализации проектов городской экономики, строительства современных школ, модернизации городского транспорта, объектов энергетики, водоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства. Мы готовы делиться этой экспертизой со своими партнерами. В завершение разрешите поприветствовать Бразильский банк развития БНДЭС в качестве председателя механизма межбанковского сотрудничества в БРИКС в 2025 году. Выражаем готовность оказывать всемирную поддержку и помощь БНДЭС в рамках его председательства. Спасибо. Мы желаем вам успехов, благодарим за работу, поскольку это важнейшее направление нашей деятельности. Банки обеспечивают кровь в мировой экономике, в экономике стран-членов БРИКС. Спасибо еще раз за вашу работу и действительно пожелаем успехов бразильским вашим и нашим партнерам. Пожалуйста, слово председателю Женского делового альянса БРИКС, госпоже Аниле Нестеровой. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств БРИКС, дамы и господа, благодарю за возможность представить сегодня основные итоги работы Женского делового альянса БРИКС в год российского председательства. С момента запуска альянса в 2020 году прошло 4 года. За это время, благодаря общим усилиям всех национальных частей, он стал по-настоящему действенным механизмом сотрудничества, делового сотрудничества между женщинами-предпринимателями. Альянс объединяет представительниц промышленности и сельского хозяйства, финансового сектора, фармацевтической отрасли, информационных технологий, науки и креативных индустрий. 6 отраслевых рабочих групп, а также запущенный в год российского председательства экспертный диалог ESG работают над реализацией совместных инициатив и проектов.
В 2024 году одной из основных своих задач видели обеспечение максимально быстрого и комфортного включения представительниц новых стран в повестку Альянса. И здесь во многом помог запуск нашего ключевого проекта «Единой цифровой платформы Альянса», работа над которой велась с 2021 года. На этом портале женщины-предприниматели могут получить всю необходимую информацию о самом Альянсе, реализуемых проектах и инициативах, обозначить свои бизнес-интересы и установить прямые деловые контакты с партнерами из других стран, стать частью большого делового сотрудничества в рамках БРИКС. Платформа уже объединила свыше 2000 предпринимателей из 30 стран. Кроме того, она стала витриной для более чем 1000 женских проектов и инициатив. В этом году мы впервые провели конкурс женских деловых стартапов, участие в котором приняли свыше 1000 женщин из 29 стран мира. Большую долю поступивших на конкурс заявок составили высокотехнологичные инновационные проекты. Проведение конкурса продемонстрировало, что женщины проявляют себя в самых разных областях. Вот лишь некоторые примеры. Так, женщины из Ирана разработали системы непрерывного мониторинга глюкозы и инновационной терапии на основе иммунных клеток для борьбы с раком. Создали умные ложки для облегчения тремора. Женщины из Китая производят уникальные роботизированные руки и гуманоидных роботов, аналогов которым нет во всем мире. Женщины из России изобрели программы для анализа и интерпретации результатов КТ, МРТ и других диагностических изображений. Создали фотонный эндоскоп для лечения рака. Разработали технологию дистанционного кардиомониторинга. Свои проекты участницы разместили на платформе Альянса, где они смогут найти деловых партнеров, инвестиции, а главное – масштабировать свой опыт. С проектами победительниц мы продолжим работу в первую очередь, поскольку видим в них необходимую базу для реализации многосторонних проектов и инициатив. Все эти проекты мы объединили в отдельный сборник, посвященный итогам конкурса. Женская предпринимательская инициатива проявляет себя максимально разнообразно. Но, конечно, есть направления, в которых присутствие женщин традиционно преобладает, и в их числе социальное предпринимательство, где речь идет о решении или смягчении социальных проблем. В этом году Альянс изучил успешный опыт 10 стран БРИКС в области экономики ухода, которая включает инфраструктуру ухода за больными, детьми, пожилыми, людьми с ограниченными возможностями. Результатом этого исследования стала Белая книга по экономике ухода, которая объединила порядка 100 лучших практик, в этом числе и в части устранения административных барьеров для женщин и содействия их профессиональной реализации в этой сфере. Документ опубликован на платформе Альянса с возможностью обновления и дополнения. Эту работу мы намереваемся продолжить. Кроме того, в этом году Альянс в очередной раз подготовил и выпустил доклад о положении женщин в БРИКС с обзором текущего состояния и прогресса в развитии женского предпринимательства в странах десятки. Доклад выпускается ежегодно по инициативе китайской стороны с 2022 года. Наблюдаем высокий интерес зарубежных партнеров к выстраиванию сотрудничества с Альянсом и женским предпринимательским сообществом БРИКС. В ответ на него в прошлом году по инициативе наших южноафриканских друзей были открыты страновые центры женского делового альянса в Замбии, Зимбабве, Лесото и Мозамбике. В год российского председательства мы продолжили это начинание и запустили работу региональных офисов Альянса в Киргизской республике, Республике Беларусь и Республике Казахстан. Уверены, что география таких представительств Альянса будет только расширяться. Их работа направлена в первую очередь на выстраивание партнерского взаимодействия с женщинами, предпринимателями стран, не входящих в БРИКС, поиск точек соприкосновения, а главное возможностей для реализации совместных проектов и инициатив. В духе преемственности продолжаем реализацию инициатив, запущенных в прошлом году. В частности, работаем над созданием сети центров трудовой и образовательной мобильности БРИКС. Первый центр был открыт в ЮАР в 2023 году. В этом году были открыты центры в Эфиопии и Индии. Отдельно с партнерами, в том числе и с Новым банком развития, обсуждается возможность создания фонда БРИКС по продвижению женских проектов. Женский бизнес – это, как правило, малый и средний бизнес, для которого вопросы финансирования и привлечения инвестиций на этапе развития стоят достаточно остро.
И мы, конечно, надеемся на запуск инструмента, который позволит таким проектам получить необходимую финансовую поддержку. Множество инициатив в этом году прозвучало впервые. В их числе инициатива по созданию площадки диалога женщин-профессионалов в области права, организация тематических фармацевтических кластеров для разработки и производства инновационных лекарственных средств, инициатива по сотрудничеству в области профилактики хронических неинфекционных заболеваний, создание медиаплатформы здравоохранения БРИКС, развитие и обмен лучшими практиками в области сохранения женского здоровья. Будем работать над их реализацией. В этом году состоялись традиционные для Альянса форматы встреч на полях. Форум женщин-предпринимательниц ВИ-форум в Бразилии, форум женского лидерства БРИКС в Китае, Петербургского международного экономического форума и Евразийского женского форума в России. Был запущен и новый формат. В июне в Москве прошел первый форум женского предпринимательства БРИКС, где приняли участие свыше 400 делегатов из 30 стран мира. Все мероприятия Альянса проходили при активном участии представительниц не только 10 стран БРИКС, но и других государств. Всех участниц объединял интерес к нашей работе, повестке делового сотрудничества БРИКС и намерение добиваться конкретных бизнес-результатов. Мы стали свидетелями укрепления взаимодействия и выстраивания равного партнерского диалога между представителями стран-основательниц и новых членов БРИКС. Все итоги нашей работы и информацию о ключевых проектах мы объединили в годовом отчете Женского альянса, который имеем честь представить вам сегодня, уважаемые лидеры стран БРИКС. Увеличение числа женщин-предпринимателей, вовлечение их в международную деятельность – задача, которая всегда ставил перед собой деловой женский альянс БРИКС. И сегодня за этим названием, помимо 9 национальных частей, тысячи проектов и 2000 женщин-предпринимателей, объединенных общим интересом к работе в БРИКС и с БРИКС. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Я со своей стороны от имени коллег хочу поблагодарить вас за проделанную работу, и мы сделаем все для того, чтобы ваши наработки с женщинами-предпринимателями наших стран были реализованы. И надеюсь, что и бразильское председательство продолжит вашу работу. Теперь хочу обратиться к коллегам, есть ли необходимость что-то дополнительно сказать или прокомментировать. Нет? Спасибо. Тогда позвольте мне сказать несколько слов в завершении нашей работы. Я еще раз хочу поблагодарить за очень содержательное выступление и активный заинтересованный разговор. Мы подробно обсудили приоритетные вопросы укрепления стратегического партнерства в рамках БРИКС, наметили перспективы дальнейшего сотрудничества, выступили с общих или созвучных позиций по большинству актуальных глобальных и региональных проблем. Принципиально важно, что все партнеры по БРИКС настроены на продолжение самой тесной совместной работы по формированию более демократической, инклюзивной и многополярной международной системы. Нас объединяет понимание того, что вместе мы способны реализовать самые амбициозные и по-настоящему масштабные проекты и инициативы. Весьма интересными были доклады руководителей финансовых и деловых структур БРИКС. Россия, как сооснователь нового банка развития, выступает за дальнейшее наращивание его проектной деятельности как во всех, без исключения, странах-акционерах, так и в государствах глобального Юга и Востока. Поддерживаем активную работу делового совета БРИКС, который в прикладном плане занимается развитием сотрудничества между крупным бизнесом, а также малыми и средними компаниями наших стран в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и транспорта. Важным считаем взаимодействие в рамках межбанковского механизма БРИКС, нацеленные на совместную поддержку социально значимых экономических проектов, программ регионального развития, инфраструктурного строительства. Актуальной задачей является стимулирование использования национальных валют для финансирования торговли и инвестиций. И, конечно же, наше общее одобрение деятельности делового, женского делового альянса БРИКС, который был создан в целях помощи лучшей части человечества в продвижении бизнеса,
налаживания контактов и реализации перспективных начинаний. В целом, в текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем 3 магистральным направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах. И это хороший задел на будущее. К нашему утверждению подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу. Хочу обратиться еще раз к коллегам. Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой. Как уже, да, и хочу отметить, что мы планируем распространить ее в ООН как наш общий совместный документ. Как уже отмечалось, с января следующего года в права председательствующего БРИКС вступает Бразилия. Уверен, что бразильское председательство обеспечит преемственность в работе объединения и при этом обогатит наше сотрудничество новыми интересными начинаниями и идеями. Мы все будем оказывать бразильским друзьям всяческую поддержку. И в заключение хочу еще раз поблагодарить вас за конструктивную и продуктивную совместную работу. Хочу объявить заседание саммита БРИКС в расширенном составе закрытым. Завтра нам предстоит провести встречу в формате Outreach BRICS+, в рамках которой обсудим актуальные вопросы взаимодействия нашего объединения со многими другими странами мирового большинства. А сегодня вечером приглашаю вас принять участие в приеме, на которое приглашены и делегации, приехавшие для участия на завтрашнем совместном заседании. Время до приема предполагается использовать для двухсторонних встреч. Еще раз благодарю вас за совместную работу. Спасибо большое.